Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня мы продолжаем освещать очень важную тему для огородников, садоводов, дачников, фермеров, одним словом, всех земледельцев. И эта тема посвящена изменениям климата, а вместе с этим природным факторам и изменениям подготовительных мероприятий к сезонам ближайших лет. В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы по теме семеноводства, вопросы подготовки семян и каким образом это можно делать. Ну вот я выбрала сегодня 3 вопроса, которые чаще всего встречаются в ваших комментариях, а также в ваших сообщениях. Вопрос первый, который чаще всего встречается, это такой вопрос. Какие сорта нужно выбирать? Ранние, средние или поздние семена овощных растений для выращивания в последующие годы, в 2023, 2024, 2025 годы. Отвечаем. С помощью практики, причем многолетних опытов, мы пришли к выводу, что при смещении времен года наибольший эффект, а значит и лучший, и больший урожай овощей мы получаем на растениях овощей раннего или же средне-раннего срока созревания. Бывает, что средние сорта тоже некоторых культур тоже очень хорошо дают, хорошие показывают результаты. В последние годы и особенно в этом году мы получили отличный результат при выращивании ранних огурцов Арктика, а также томатов Малинка Стар, Белфорт и ряда сортов и гибридов арбуза, дынь и так далее. Я больше не буду ничего называть, вы можете увидеть в наших плейлистах, посвященных определенным овощным растениям, как и что мы делаем, и что у нас получается. Но сегодня я не буду детально останавливаться на характеристике сортов различных овощных растений. Об этом будем еще говорить в последующих выпусках, но более детально. Многие наши подписчики, зрители выращивают свои любимые, проверенные сорта овощей. Если они вам нравятся и урожай радует, продолжайте сохранять семена сортовых овощей. Ну а для новичков вот такая подсказка. А новичков сейчас очень много. Сейчас торговые предприятия уловили и заметили, что огородникам нужны ранние сорта овощей. И на упаковках пишут то, что мы хотим видеть. Пишут, что этот или другой сорт ранний. Поэтому, прежде чем покупать, предлагаю, как я это делаю обычно, записываю название овощного растения, иду домой, ищу в интернете характеристику этого сорта или гибрида, а также обязательно отзывы огородников. Вот в отзывах и в комментариях, кстати, на различные видео есть очень интересные подсказки. Так что, выбирая сорта или гибриды, ищите информацию, кстати, еще об устойчивости растений к заболеваниям. Обязательно это условие. Это очень будет важно, ведь прохлада и высокая влажность создадут такие прекрасные благоприятные условия для развития различных грибковых заболеваний. И нужно нашим растениям будет противостоять вот этой навале различных грибков. Поэтому есть уже сейчас сорта и гибриды различных овощных растений, которые устойчивы к ряду каких-то заболеваний. Изучайте это, записывайте и затем принимайте решение. Не спешите подряд все сметать с полки магазина. Ни в коем случае. Изучайте. Ну вот так по выбору сортов, по срокам созревания мы ответили.
И вы теперь понимаете, что нужно выбирать ранние сорта для того, чтобы успеть получить ранний урожай и не дожидаться очень много времени, конца лета или даже осени, чтобы отведать или томатов, или баклажанов, перца и так далее. Итак, этот вопрос мы закрыли. А теперь следующий вопрос. Можно ли использовать свои собственные семена? Естественно, можно и нужно. Мне, например, нравится дыни крынычанка, и я собрала снова семена этого старинного и проверенного десятилетиями сорта. Собрала семена петрушки, она нам нравится, щавель тоже очень хороший сорт. Даже название не знаем, а вот из года в год вот прекрасное что-то хорошо получается. Ну и собираемся снова собрать семена тыквы. Название почти неизвестно, что-то и знаем, что-то не знаем. Но вот эти сорта, которые себя проявили хорошо, выстояли вот эти погодные условия, вот эти тыквы мы, естественно, будем снова же оставлять семена, собирать семена и в последующие годы их выращивать. Некоторые огородники выращивают свои семена свеклы, моркови, капусты, и это очень хорошо. Если сорт хорош и хорошо себя зарекомендовал, его надо обязательно сохранять. Многие огородники выращивают свои сортовые семена и томатов, и огурцов, баклажанов, сладкого перца, других овощных растений. Если вас устраивает урожайность этих растений, то нужно сохранять свой семенной фонд. Это очень важная тема сейчас. Свой семенной фонд должен быть на несколько лет вперед. Тем более, что в выращивании семян будут сложности и у семеноводческих компаний всего мира. И эти сложности уже есть из-за изменений климата. Качественные семена будут очень дорогими. Да и не всем они будут доступны по разным причинам. Если есть возможность купить семена сейчас, сделайте это уже в ближайшее время. Пока, кстати, и цены старые, невысокие, и выбор более-менее нормальный есть. Я вот хожу по всем магазинам и присматриваюсь. Если что-то новое вижу, записываю, а то, что уже проверено, естественно, покупаю и смотрю срок годности вот этих семян. Весной ситуация будет другая. Очень сложная. Поэтому, будьте добры, займитесь этим вопросом сейчас. Еще один вопрос мы в этом видео осветим. Вот у меня несколько наших новых огородников собрали семена и спрашивают, а сколько лет можно хранить семена овощей? Кто-то спрашивает, интересуется семенами тыквы, кто-то томатов и так далее. Хочу сразу сказать, что у каждого овоща семена имеют свои сроки хранения. И вот себе можете записать. Вот арбузы, дыни, огурцы, кабачки, тыквы. Хранятся их семена от 6 до 8 лет. Ну, естественно, после 6 лет уже всхожесть, конечно же, падает, поэтому в среднем 6 лет. И еще одна подсказка из опыта. Семена тыквы лучше высаживать не в первый год, лучшая урожайность получается на семенах тыквы, которые хранятся пару лет, а затем высаживаешь. Это нам дала, эту подсказку дала наша знакомая, и вот мы проверили действительно наибольшая урожайность у тыкв, у тех, что уже хранились год-два, на третий год особенно. Так что вот эта подсказка очень ценная, можете использовать. Итак, мы определили, что бахчевые культуры, огурцы, кабачки, тыквы у нас хранятся от 6 до 8 лет. Все бобовые культуры и кукуруза, вот семена этих культур хранятся от 5 до 6 лет. Далее, томаты. Капусты различные, свекла, редис, редька, спаржа, брюква. Семена вот этих культур хранятся
качественно, вот если правильно все хранить, от 4 до 5 лет. Далее. Баклажаны, морковь, салаты, шпинат, лук, батон, лук-порей. Вот семена этих культур хранятся от 3 до 4 лет. Идем дальше. Лук репчатый, то есть семена лука репчатого, петрушка, укроп, щавель, сладкий перец, горький перец от 2 до 3 лет. И еще один важный момент. Наилучший результат у семян репчатого лука, чтобы получить вот эти маленькие луковички, вот это годичный срок хранения. В первый год после сбора самая лучшая схожесть семян у лука репчатого. Это тоже очень важно, потому что были у меня такие письма, что покупали семена лука, а срок хранения там уже 2 года, 3 года прошел, и схожесть почти никакая, там несколько процентов. Вот помните, что семена репчатого лука хранятся лучше всего в течение года, через год сеем или же самое позднее 2 года, но схожесть будет хуже. Ну, еще очень часто сеют сельдерей, пастернак и собирают семена этих культур. Вот они тоже, эти семена хранятся от года до 2 лет. Вот сегодня у нас такие важные вопросы и тема важная по подготовке семенного фонда на следующие годы, на последующие 2023, 2024 и 2025 годы. Мы ответили на ваши вопросы, и авторы канала Раиса Гриченко и Александр Волик желают вам успешной подготовки к последующим годам. Спокойно, уверенно выполняйте свои дела, свои планы, продолжайте все записывать, сколько чего вам надо, и обязательно делайте отметки, что уже сделали, что еще нужно сделать. Ваши вопросы снова же пишите, мы будем их рассматривать и будем отвечать на эти вопросы. И сейчас будем же эти вопросы разрешать и решать, что, когда делать, для того, чтобы подготовиться основательно к последующим сезонам. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео и желаем вам здравия, здравия вам, вашим родным и близким, и благодатной вам погоды, а также обязательно, чтобы в ваших домах был мир, тепло и уют. Пока-пока!